Почему нам снятся прошлое, секс и кошмары? Некоторые психологи, в том числе и я, считают, что сны – это послание. Они пытаются донести до нас некие сообщения, порой из прошлого или будущего. Над этим работает наше подсознание. Да, мы все видим сны, но мало кто знает, почему они снятся и как их расшифровать. Ну что же, попробуем разобраться с этими вопросами, которые не дают покоя многим из нас. Но для начала, пожалуйста, в поддержку моего авторского канала подпишись, нажми на колокольчик и поставь лайк. Спасибо. Многие рассказывали мне, что им снятся сны из прошлых жизней. Кто-то видел себя принцессой, королем или в кабриолете с тройкой лошадей на фоне заходящего солнца. Я тоже однажды видел сон. Это было очень давно. Но я помню его до мелких деталей и мелочей, так, будто это происходило действительно со мной и прямо сейчас. Этот сон был настолько реалистичен, не поверить в происходящее я не могу до сих пор. В этом сне я был рабом. Наверное, это происходило где-то в Греции. Я носил тяжелые камни, валуны в гору. Мое атлетическое тело было как у спартанца, мощное, мускулистое и загорелое. Такие же синие глаза, как и сейчас, короткая стрижка и мускулы, покрытые пылью и потом. Солнцепек вдавливал в песок. Я был уставшим, но в то же время я ощущал какую-то радость, свет на душе. Увы, я так и не смог до сих пор разобраться, что же это было. Сон или путешествие в параллельные миры, в мое прошлое, иллюзия, игра сонного мозга. Так почему же нам снятся сны? Давайте вместе разбираться с этими вопросами. Ну что, поехали в тайны наших снов. Так зачем же нам нужны сны? Мир Морфея, в который мы с удовольствием уходим по ночам, полон тайн и сакральных историй. В мире сна мы живем в другом измерении. Там мы можем летать, одновременно быть во многих местах мира и Вселенной. Мы беспрепятственно преодолеваем время и расстояние. Мы встречаемся с теми, кого никогда не видели в жизни. Мы бываем в тех местах, о которых даже и не знали. Таким образом, наша психика получает эмоциональный и телесный опыт, которого нам не хватает наяву. Именно поэтому нам часто снятся люди, с которыми мы хотим, но по каким-то причинам не можем быть рядом. Часто во снах мы видим, что ссоримся или выясняем отношения. Это может означать, что у спящего есть запрет на проявление агрессии, и с помощью сна он высвобождает негативные чувства. Кстати, именно сны в этой ситуации помогают нам избавиться от излишней агрессии и, как говорится, выпустить пар. Этим мы спасаемся от срывов и психозов. Это касается и интимного опыта. Благодаря сновидениям мы осуществляем фантазии и мечты, на которые в жизни никогда бы не решились. А во сне переживаем эти эмоции с минимальным риском для себя. Кстати, о сексе во сне. К чему он снится? Сразу оговорюсь, что сны не всегда можно трактовать однозначно. И по этой причине я бы не советовал обращаться к сонникам, так как для каждого из нас, скажем, один и тот же символ или сон может означать совершенно противоположное значение. К примеру, для одного символ кобылицы – это сила, мощь, трансформация и личностный рост,
а для другого это что-то странное, страшное и непонятное. Можно допустить, что твой интимный сон – это совсем не про секс, а о принятии себя или каких-нибудь качеств в себе. К примеру, сны о каких-то делах, бизнесе могут означать, что ты присматриваешься, примиряешься к роли делового человека, хочешь обрести черты более сильной и самодостаточной личности, хочешь стать более решительным, твердым и смелым в решении некоторых вопросов. Поэтому этот символ бизнеса и стал твоим сновидением. А вот интимный сон, пожалуй, говорит о том, что тебе хочется осуществить свои сексуальные желания, о которых ты, вероятно, немного уже подзабыл. Ну, а что с кошмарами? По моему мнению, совершенно не стоит впадать в панику и страх, если увидел во сне смерть близкого человека. Чаще всего такие сны – предвестники разрыва душевных связей, ссор или разрывающихся отношений с тем, кого ты видел во сне. Возможно, общение выйдет на другой уровень взаимопонимания. Но бывает и так, что мертвые люди снятся к серьезным переменам. Чаще всего они приходят, чтобы оповестить о завершении какого-то жизненного этапа. Возможно, хотят сообщить о начале нового, следующего раздела в твоей жизни. Кстати, в юнгианской психологии умирающий ребенок во сне трактуется как факт того, что у увидевшего его во сне проблема с внутренним миром. Что-то не получает сознание, и духовный мир в полной мере не реализуется в тебе что-то. Одним словом, человек что-то недополучает. В первую очередь это затрагивает сферу вдохновения, творчества, удовольствий, жажды жизни, беззаботности и легкости. Если во сне ты кого-то убиваешь, обрати внимание, кого конкретно – женщину или мужчину. Юнгианская теория говорит о том, что это либо ваше женское или мужское начало. Что же такое юнгианская психология? Юнгианская психология фокусируется на установлении и формировании связей между процессами сознания и бессознательного. Диалог между сознательными и бессознательными аспектами психики обогащает личность, и Юнг верил, что без этого диалога процессы бессознательного могут ослабить личность и подвергнуть ее опасности. Кошмары, которые мы видим во снах, очень часто есть отражение наших страхов, сформированных в детстве. Во снах мы видим себя в тех местах, где испытывали страх и сильное потрясение. Я вспомнил историю одного моего знакомого, которому постоянно снился один и тот же сон. Темной ночью один в детской комнате с закрытой дверью, а за окном дождь и ветер чудовища. Они подходили к окну и заглядывали в него. А еще во сне он часто видел мачеху, которая не любила его и наказывала за всякую мелочь. Я помог ему избавиться от страхов, вернуть приятное ощущение из детства. Он перестал вспоминать ссоры с мачехой и как она загоняла его в холодную постель и, выключив свет, закрывала за собою дверь. Кстати, чтобы избавиться от подобных страхов, нужно опять вернуться в те же жуткие моменты и прожить их, проиграть все заново, но уже в позитивном ключе. Попытайся запоминать или записывать свои сны. Да, чтобы лучше понять и попытаться расшифровать послание нашего бессознательного, поможет практика осознанных сновидений. Попробуй перед сном сформулировать свое намерение ко сну. На какой вопрос я хочу получить ответ?
не забудь рядом положить записную книжку. К сожалению, мы очень часто забываем сны, поэтому постарайся сразу после пробуждения записать его. Записывай то, что видел, ощущал. Ничего не додумывай и не придумывай. Запиши и то, с каким настроением и физическими ощущениями ты вернулся в реальность, выпав из сна. Что ты ощущал? Страх, боль, любопытство, возбуждение. Кстати, когда нам снится то или иное событие, и мы хотим разгадать загадку сна, то обязательно проанализируем, что происходило с тобой неделю-другую назад, о чем ты думал и переживал, так как, скорее всего, подводкой к твоему сну и было то, что уже происходило с тобой в твоей жизни. Так зачем же нам снятся кошмары? Из-за чего могут сниться кошмары? Есть мнение, что кошмары по ночам – своеобразная закалка нервной системы. Ученые предполагают, что так нам будет легче справляться со стрессом в реальной жизни. Эмоции и чувства, которые мы переживаем, выходят на поверхность именно во сне. Такая вот получилась сегодня история на тему «Почему нам снятся прошлое, секс и кошмары?». Если у тебя есть интересные истории из твоих снов в плену Морфея, поделись с нами в комментариях под видео. Я думаю, всем будет интересно. А сейчас пока и до следующего раза.